Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Видоврата. И сегодня у нас тема, ее можно по-разному сформулировать. Давайте сформулируем сначала так. Независимо от того, человечество развивается или деградирует, мне нужно знать, что мне делать. Или каков мой долг, как мне жить в нашу эпоху конфликтов, турбулентности, перемен, разрушения старого и неизвестно, когда создание нового. Или можно сформулировать еще так: в наше время, когда есть много опасностей, в том числе идут войны, есть другие испытания, вызовы, трансформации. Как уменьшить этот весь негатив? И, как обычно, наши выпуски основаны на вопросах, письмах наших зрителей. И наш спонсор, которому мы благодарны, прислал такое письмо. Сейчас в человечестве много войн. И вообще они идут в течение всей истории человечества. Люди разных стран враждуют и убивают. А многие говорят, что человечество эволюционирует. Наступает золотой век, светлая эпоха, эра Водолея. Все-таки есть движение вперед, и войн будет меньше. Или наоборот, человечество не эволюционирует, а деградирует. И вообще, как можно избежать агрессии, убийств, войн? Как это все остановить? Или хотя бы не для всего человечества, а для какого-то территории, страны, региона, сообщества. Итак, я буду давать ответы на эти вопросы, но главное скажу, что это лишь вопрос, это будут ответы только на вопрос нашего зрителя. Можно ли остановить войны? Если да, то как? Что делать, чтобы меньше было агрессии и убийств? И это не видео о том, как убежать от войны, что делать, если война приближается, что делать, если война настигла, что если там есть военное время. То есть это видео не о выживании. Есть отдельная тема, как защитить свое близкое и родное. То есть свою семью, свой дом, свой город, свое отечество, как бороться с врагами. Это тоже отдельная тема, она не была в вопросах нашего зрителя. Сделаем некоторый фундамент. Хочется верить в лучшее. И поэтому мы говорим, что все будет хорошо, да? Очень много лозунгов, очень много маркетинговых уловок на этом основаны, очень много консультаций, учений и религий на этом основаны. Но нужно быть не ошибающимися оптимистами, а пессимистичными реалистами. Нужно реально смотреть на мир. И нужно видеть, что происходит. Где-то 50 лет назад люди начали говорить, что поменялись технологии, мы теперь будем меньше работать, больше отдыхать. Там появились телевизоры, компьютеры, видеомагнитофоны, телефоны. Сейчас уже там искусственный интеллект. Это новая эра, новая эпоха. Быстрое развитие, как взлет ракетой, новый век, New Age, эра Водолея, квантовый скачок. И хочется в это верить. И большинство в это верит. И наступит скоро всеобщий мир. И все будет хорошо, и всем будет хорошо. Это используется пропагандой и политической, и религиозной, и конкретные люди хотят на этом зарабатывать деньги. В это легче поверить, да, это легче продать. Но есть другие люди, их мало, они говорят, что будет схлопывание, сингулярность, этот резкий подъем, его не выдержат люди и мировая система, поэтому из этого слишком быстрого роста все сломается, да, как если слишком быстро что-то растет, развивается, оно не живучее. И поэтому мы видим, что сейчас человечество происходит глубокую трансформацию. И это признают все, и оптимисты, и пессимисты. И из-за этой трансформации меняется весь мировой уклад, то есть система мира. Не только там технологическая или социальная, общественная, но главное политическая и экономическая. А это меняет все. И развитие технологий дает не освобождение от тяжелого рабского труда благодаря роботам, а наоборот, оно уводит в иллюзорный мир, в виртуальную реальность, теряется природность людей, у них ухудшается здоровье, происходят демографические кризисы. То есть, уходя в технологии, люди уходят в четвертую иллюзорную реальность, уходят от природной реальности, и тем более от высшей, меньше соблюдают природные законы. Из-за этого страдает здоровье, рождаемость детей, то есть демография. Более того, у них накапливаются
переутомление, все эти болезни, связанные с искусственной жизнью, искусственной реальностью, то есть стрессы. Мало кто стрессы эти устраняет с помощью там, молитвы, тхьяны, медитации, трансцендентальной медитации. Эти стрессы накапливаются, и потом, когда они накапливаются, они выливаются и в природные катаклизмы. Там, землетрясения, наводнения, лесные пожары, и в политические катаклизмы. То есть вооруженные конфликты, войны, политические кризисы. И вот это стоит заметить. Не верите, перепроверьте, соберите информацию, проанализируйте ее и проинтерпретируйте. Вот. И когда происходят войны, там смерти, или смерти в виде природных катастроф, или социальных катастроф, то те, кто высшие силы, если мы допускаем существование и управление, они хотят нам напомнить о жизни, о природе, напомнить о смерти, о наличии высших принципов, природных законов, которые стоит знать и соблюдать. То есть, если мы не знаем закон, это не освобождает нас от ответственности. Но помимо государственных, социальных, криминальных, административных законов, есть высшие законы, духовные и природные. И их тоже нужно знать и соблюдать. Если мы их не знаем или не соблюдаем, мы все равно из этого пострадаем. Много можно говорить о геополитике, которая основана на этой тенденции. Но не всем это интересно. Просто замечайте, что есть много технологий в маркетинге, в продажах, в рекламе. Вы на них попадаетесь и покупаете то, что вам не нужно. Но это же работает в политике и в геополитике. С помощью политтехнологий вы голосуете за того, кого не нужно, о чем вы сами потом жалеете. И много других грязных технологий манипуляций есть и в экономике, и в политике, и в геополитике. Исходя, что эти технологии применяются и работают, люди совершают ошибки, из-за этого не страдают, эти их стрессы, напряжения накапливаются, и это приходит к столкновению. Столкновению мнений, столкновению двух частей общества, это поляризация общества, и конфликты. От человеческих, личностных до военных и войн. Понятно, что это граха Мангала в Джотише, то есть планета Марс, как представителя бога войны Марса. И Марс был всегда, личность была всегда, войны были всегда. Но в какие-то периоды из-за накопления этой огненных тенденций огненность Мангалы или Марса проявляется больше. И при этом не поможет пацифизм. Просто если говорить лозунгами, или упованиями, аффирмациями, это не работает. То есть нужно действовать разумно. То есть у человека есть осознанность, это сурья или солнце. У человека есть разум, рациональность, мудрость, это гуру или Юпитер. И уже потом у человека есть личность, индивидуальность, как воля, мотивация, действующее я, это Мангала или Марс. И поэтому его действия человека, личность, воля, решения должны быть управляемы разумом и сознанием. И самое главное, что мы не можем это сделать для всех, но мы это можем сделать для себя. Поэтому какие ответы, рекомендации, советы, наставления? Мы не можем изменить весь мир, мы не можем остановить эту турбулентность, перестройку мира и вытекающий из этого хаос, неожиданные изменения, как мы живем в эпоху перемен. Но мы можем уменьшить хаос в своей жизни, свои действия делать осознанно на основании рационального разума, на основании мудрости. И есть источник, где получить осознанность и мудрость. Поэтому первый совет, рекомендация настоятельная: не исправляйте мир. Не нужно бороться с глобальным миром, с ошибками человечества или со своим государством. Социум, государственная система, глобальная человеческая система, они очень большие и сильные, и вы не сможете их победить. С ними нужно взаимодействовать, контактировать, иногда договариваться, иногда от них уходить в тень. И многие призывают молиться, медитировать, читать мантры, читать молитвы и утверждают, что это поможет остановить войны. Это улучшает ситуацию, это нужно делать, но нет никакой гарантии, что обычные люди, не святые, не мудрецы, пророки, риши смогут это сделать. Поэтому делайте свою духовную практику, но не верьте, что благодаря этому кардинально что-то изменится. В вашем окружении – да, в вашей жизни – да, но все человечество вы не сможете переделать. Правильное положение – это
ну, как бы роль или функция наблюдающего, познающего, субъекта, риши на санскрите. Он наблюдает и познает. И поэтому вы наблюдаете за тем, что происходит. Это очень интересно. Иногда опасно, иногда смешно. Вот. И вы при этом наблюдающий и познающий. Вы субъект, вы риши. И вы констатируете, что происходит. Вы констатируете, куда движется мир. Но в это не вовлекаетесь. Тем более эмоционально. Из-за эмоциональных реакций вы совершите наибольшее количество ошибок. И кто реагирует эмоционально? Многие скажут, ну как же, Чандра, Луна. Нет. Эмоциональная реакция – это мангала. Потому что в эмоциональной реакции главное – это реакция, отклик. Это мангала. У него есть свое мнение, и тут не по его мнению. У него есть своя точка зрения, а тут по-другому. Он знает, что это негодяй, а тут его хвалят. И наоборот, он знает, что это молодец, а тут его нужно защитить. То есть это эмоциональная, но главная реакция. Вот, поэтому вместо того, чтобы спасать весь мир, станьте субъектом как центром того, за что вы отвечаете. У вас есть своя комната, или своя квартира, или свой дом, свой участок, может быть, свой бизнес, своя деятельность. И за то, что вы отвечаете, вы должны за это отвечать. И там вы субъект, там вы субъектны, там вы принимаете решения, и там вы центр, там вы глава. Какие решения? Осознанно и мудро. Вот. Если вы знаете таких же людей, которые находятся в иллюзиях будущего, светлого будущего, да, и золотого века, и не пытаются изменить весь мир, то объединяйтесь с такими единомышленниками. Создавайте вот эти круги единомышленников. Может быть, сообщества, может быть, клубы, может быть, какие-то организации, да, культурные, традиционные, национальные, этнические, может быть, даже религиозные. Там должны быть единомышленники. И в этих группах вы будете чувствовать себя сильным. То есть, когда весь мир катится в пропасть, вы будете видеть, что вы не один, это замечаете, и тогда с единомышленниками вам будет легче. Следующее, что нужно знать, каковы ценности, независимо от того, война или мир, да, голод или изобилие. То есть, есть такие ценности, которыми нельзя пожертвовать. То есть, лучше потерять жизнь, чем потерять достоинство или честь. И мы знаем много примеров, когда человек отказывался от жизни, чтобы сохранить честь. Поэтому вот эта вот честь, достоинство, долг, иногда совесть. Вы должны знать вот эти ваши важные традиции и никогда их не предавать. Это ваши ценности. Независимо от того, вам придется голодать, страдать, мучаться или даже расстаться с жизнью. И эти же сообщества тоже вам помогут получить поддержку тех людей, которые имеют подобные же ценности, которые с вами согласны и вас поддержат. Не нужно о этом своем мировоззрении говорить всем. То есть там, писать в газетах, писать в интернетах, на сайтах, в постах, в записях. То есть нужно говорить только тем, кто об этом поймет. И не нужно пытаться достучаться до всех. Ищите небольшое количество людей, которые разумны, осознанны, и их ценности, принципы совпадают с вашими. Если вы учитель, учите только тех, кто понимает. Но не говорите, что вы всем поможете, всех научите, у вас универсальные знания, универсальная мантра, религия или молитва. Вот, то есть всем невозможно помочь, но и не нужно. А кому нужно помочь? Небольшому кругу, которые вас поймут и оценят. Вот. В этом главное значение слова эзотерика. Это не экзотерическое, все для всех, а это эзотерическое. Избранное, избирательное для узкого круга осознающих и понимающих. Вот. Это был третий совет. И теперь самый главный, четвертый совет. Делай, что должен, а будет то, что будет. Поэтому делайте то, что является вашим долгом. Не множеством обязанностей с маленькой буквы, а вашим долгом с большой буквы. Делайте то, что должны. Вот. Поэтому время перемен, трансформаций, турбулентности, разрушения миропорядка, валют, связей, экономик. Главное, что вы знаете свои принципы как ценности, вы живете по ним, если это возможно. Если это невозможно, вы по ним умираете, и при этом вы делаете то, что должны. То есть это долг. Где делаете? Там, где вы находитесь, или там, где вы можете делать его лучше. Очень часто спрашивают меня на консультациях, переезжать или не переезжать. Но вот твой долг, где ты будешь выполнять? В этом городе или в этом? В какой стране ты будешь лучше выполнять свой долг как предназначение? Вот туда и переезжай. Вот. И как делать? Исходя из тех ресурсов, которые есть, не нарушая принцип. Поэтому вы не можете остановить дождь,
да, что там землетрясение, наводнение, но вы можете делать свое дело, то есть сажать свой урожай, сажать семена действий, которые дадут плоды действий. Да, это плоды действий, плоды кармы. Сажайте свой урожай. Вот есть такая шутка или поговорка белорусская: в любой ситуации сажай бульбу. Если это мир, сажай бульбу. Война, сажай бульбу. В любой непонятной ситуации сажай бульбу. То есть делай свое дело и жди урожая. Вот. Ну и на семейном, да, на родовом уровне это поддерживай свой род, поддерживай своих родных, если они это оценят и они с тобой единомышленники, да, поддерживай будущий свой род, то есть рожай, воспитывай детей, расти их, да, и давай им те ценности, которые они помогут нести дальше, как родовые качества, родовые принципы, ценности семьи, ценности рода, ну, идеалы духовные, так можно сказать, красиво и пафосно, независимо от того, что происходит. И я не буду сейчас эти конкретные примеры приводить, но многие страны их пытались колонизировать, поработить, навязать им другую культуру, традиции. Вот. Они игнорировали то, что вовне, может быть, там кивали головой, а в своих семьях, в своем доме, в своем роду передавали родовые, семейные, этнические, национальные, духовные ценности. И таким образом, когда вот эта вот агрессия внешняя, как колонии или те внешние силы, которые пытались их подчинить, ушли, у них осталось то, что они хранили не столетиями, а даже тысячелетиями. На этом почти все на сегодня. Напоминаю, что это вопрос, как жить в эпоху перемен, трансформаций, крушений, турбулентности, не то что неожиданностей, неопределенности. Да. Что делать? Вот. И это не вопрос о том, как выживать, если война уже тебя настигла, и как там защищаться своих родных, свой дом, свое отечество. Это отдельные темы. Это не смешиваем, это, как говорят в Одессе, 3 большие разницы. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Моя просьба: присылайте вопросы и темы для следующих выпусков. И просьба моих помощников-организаторов: свое мнение, если оно у вас есть, напишите в комментариях. И если вы знаете, кто это видео поймет и оценит, то поделитесь этим видео с такими людьми. Благодарю. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведоврата.